Мы в местечке Лучки Владимирской области. Много ли вы знаете местечек? Не сел, не деревень, а именно местечек. Очень редкое наименование для населенного пункта Центральной России. За моей спиной винокуренный завод. Владимир, Вологда и даже Пермь. В эти города с этого завода поставлялся спирт, патока, глюкоза. Очень красивое, мощное здание, а появилось оно, в общем-то, на пустом месте. И все благодаря усилиям купца первой гильдии Ивана Андреевича Первушина. В XIX веке Лучки были маленьким поселением и принадлежали участнику войны 1812 года князю Александру Голицыну. По легенде, он проиграл имение в карты Александровскому купцу Ивану Первушину. Он счел место перспективным и начал развивать. Главным плюсом этого места, конечно же, является река Нерль. Потому что для завода водная артерия – это очень важно. Вода нужна просто для производства, она же является транспортной артерией, потому что ты можешь принимать продукт, из которого что-то будет производиться, и потом по воде отправлять куда-нибудь подальше. А Нерль впадает в Клязьму, Клязьма в Оку, Ока в Волгу. В общем, твой товар может идти очень далеко. Ну, а еще в начале 20 века здесь, в Лучках, появится даже своя мини-гидроэлектростанция. Кроме завода, Иван Первушин строит здесь больницу, школу и 30 домов для своих сотрудников. И чтобы не отрываться от общества, здесь же на территории завода он строит усадьбу. Она фактически инкорпорирована в территорию завода. И поэтому можно сказать, что это получается усадьба-завод, усадьба-городок. Понятно, что на этих фотографиях люди в парадной и чистой одежде, но даже рядовые работники выглядят очень аккуратно. Да и парк, лодочные станции и общая картина благоустройства поражают. Всему этому могли бы позавидовать лучшие усадьбы, а ведь все это появилось по частной инициативе и в провинции. По старым фотографиям мы можем понять, что здесь в конце 19 века в Лучках здание завода было деревянным, и только в начале 20 века оно стало кирпичным. Кто стал автором этой переделки, до сих пор непонятно. То ли это Первушина, то ли это советская власть. И при советах здесь производили клей для авиационной промышленности. И, кстати, в 90-е годы завод себя прекрасно чувствовал, была большая прибыль, потому что, правда, был очень редкий продукт, который мог производить только этот завод. А вот, к сожалению, 2000-е годы завод уже не пережил. И сейчас он разрушается, крыша течет, окна выбиты. А власть единственное, что сделала, обнесла все это дело забором, чтобы никто не залезал, и окна первого этажа забила фанерой. А сейчас мы подходим к избе управляющего усадьбы. Хотя избу это и не назовешь, это большой, очень красивый дом. Посмотрите просто на наличники резные, на деревянные панели невероятно красивые. Дом сохранился в прекрасном виде, поэтому он может нам дать понимание того, как выглядела усадьба и то, как выглядел завод в начале 20 века. Всевозможные организации здесь находились. Последней здесь была Почта России, но и она отсюда съехала. На здании висит табличка, причем достаточно свежая, которая гласит о том, что здание находится под охраной государства. Но, как мы видим, этого не происходит. Да, некоторые фасадные элементы, правда, в очень хорошем, замечательном состоянии, но в целом дом разрушается и гниет, особенно внутри. Силовые конструкции уже готовы рухнуть в любой момент. И вот здесь баки мусорные находятся прямо рядом с домом, и это очень символично, потому что кажется, что этот дом совсем скоро может оказаться на свалке истории. Купец Иван Первушин умер в 1885 году. В Донском монастыре в Москве, где он похоронен, есть целая усыпальница семейства. В 1889 году сыновья Первушина строят на территории монастыря отдельный храм в честь святителя Иоанна Златоуста. Но вернемся к заводу, и вот как он описывался в документах начала 20 века. На заводе имеется паровая турбина в 40 сил, 6 красильных чанов, 2 паровых котла, рабочих на заводе 36 человек. Завод потребляет рожь, муку ржаную и картофельную, все покупается у местных крестьян. Выработанный 40% водки реализуется на 65 515 рублей. Вино продается на месте и отправляется в заводские склады многих городов Российской империи.
Что интересно, последние 20-30 лет мы все знаем, для линии электропередач используются вот такие бетонные столбы. Всю советскую эпоху использовались деревянные. Но в усадьбе Первушиных еще в начале 20 века уже было электричество. И на старых фотографиях мы можем видеть, что провода закреплены вот именно на таких красивых бетонных столбах. И это все-таки 100 лет назад. И по ним с мини-ГЭС электричество бежало прямо в дом Первушиных. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, изба управляющего усадьбы. Вот такая маленькая полянка в Лучках объединила в себе сразу две эпохи. Что мы имеем на сегодня? Почти все исторические здания усадьбы уничтожены еще были в 20 веке. Здания завода и изба управляющего усадьбой, конечно, сохранились, но тоже находятся в предсмертном состоянии. И до той хозяйственности, которая была здесь при Первушиных, очень далеко. Но хочется надеяться, что в 21 веке появится такой свой Андрей Иванович Первушин, который увидит перспективы в этом месте и сможет дать ему вторую жизнь.